Девушки, всех приветствую! Смотрите, какой замечательный узор сегодня будем вязать. Посмотрите, он у меня в двух образцах. И вы сейчас удивитесь, вот эта пряжа, это пехорка акрил. Пехорка детская новинка. Акрил. Когда я связала образец, мне он совершенно не понравился. Вчера вечером я его постирала и просто положила на стол и расправила. Посмотрите, как из бюджетной тоненькой ниточки он смотрится. А представьте, если мы сюда добавим какие-то мелкие пайетки или нить шишибриками. Кстати, завтра я буду показывать и рассказывать о ниточке с пайетками, шишибриками на своем основном канале. Я не знаю, получится ли добавить сюда активную ссылку, так как этот канал новый. Но я думаю, что многие зрители пришли именно с большого канала, с основного, поэтому жду вас завтра там. Также присоединяйтесь в телеграм-канал, где еще больше схем и других разных идей мы обсуждаем там. Кидаю много картинок для вдохновения, много интересных работ других мастериц, а также есть открытый чат, где вы можете общаться. Также не забывайте подписываться на Дзен. Вот этот образец, как я сказала, связан из бюджетной пряжи детская новинка акрил. А вот это моя любимая пряжа Ярнард Джинс. Обожаю эту пряжу. Это полухлопок, очень стабильная ниточка. Тоже вчера постирала. Я обожаю все узоры, которые хоть как-то напоминают природу. Все листики — это прям все мои узоры. В образце у меня 3 раппорта. В зеленом 2 раппорта. Я думаю, что можно его чередовать полосами, например, или просто одной полосой как мотив в лицевой глади, да, или в платочной вязке, или в паутинке, в путанке, там, в рисиках, хотите, в жемчужном. Это уже на ваше усмотрение. Для чего подойдет? Для всего. Для ажурных кофточек на лето, для каких-то джемперов на осень, на весну, на зиму также. Почему бы и нет? Раппорт равен 16 петлям для кругового вязания. Для поворотного вязания набираете кратно 16 плюс 1 петля для симметрии. В конце вязания мы добавляем 1 лицевую петельку для симметрии просто. И 10 рядов в высоту. Из них мы будем с вами провязывать 5 нечетных рядов. Это 1, 3, 5, 7 и 9. Четные ряды провязываются по узору. Неважно, круговое это вязание, либо поворотное. Накиды также провязываются по узору. Если круговыми рядами, значит накиды провязываем лицевой петлей. Если поворотное вязание, значит накид провязываем изнаночной петлей. Повторюсь, 16 петель в раппорте и 10 рядов в высоту. Приятного вам вязания! Итак, первый ряд узора. У меня кромочная, это платочная вязка, 3 петли. Итак, первый ряд. Лицевая, накид, 1 лицевая. Следующие 2 петли провязываем с наклоном влево. Так как у меня классические изнаночные поворотным вязанием, я переворачиваю левой стеночкой к себе 2 петли и за задней стеночки провязываю. Подтягиваем при этом. Изнаночная 1. Далее 2 вместе с наклоном вправо. У меня петли стоят правой стенкой классические. Слева направо обе петли подхватываем и провязываем, подтягиваем. Лицевая, накид, лицевая. Вот эта лицевая — это центр раппорта. Накид, лицевая. 2 вместе с наклоном влево. Разворачиваю левыми стенками к себе. За задней провязываем. Изнаночная петля. 2 вместе с наклоном вправо. Лицевая и накид. Раппорт закончен, далее мы его повторяем. Довязала последний раппорт, где накид, и когда отвязали все раппорты, сколько нужно, в конце 1 лицевая петля будет в каждом ряду у нас, это петля симметрии, и кромочные. У меня платочная вязка, 2 петли, 3 вместе с кромочной. И кромочную провязываю изнаночной. Все четные ряды мы вяжем по рисунку, то есть видим изнаночную петлю, вяжем изнаночную. Если у нас стоит лицевая, значит вяжем лицевую. Накид провязываем изнаночной петлей. Третий ряд узора. Кромочные провязали, лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном влево, разворачиваю 2 петли левыми стеночками к себе. За задней стенки 2 петли провязываем вместе, подтягиваем. Изнаночная, 2 вместе с наклоном вправо, слева направо
обе петли провязываю и подтягиваю. Далее лицевая, изнаночная по центру раппорта и лицевая. Далее 2 вместе с наклоном влево, разворачиваю левыми стеночками к себе. Если вяжете бабушкиными, значит они изнаночную сторону, я имею в виду, вяжете бабушкиными, значит у вас стеночками уже стоит как надо. Провязываем за задней стенки. Изнаночная петля и 2 вместе с наклоном вправо. Если у вас стоит как бабушкины, значит разверните правой стенкой ближе к себе. Провязываем слева направо 2 петли. Лицевая и накид. Повторяем столько раппортов, сколько нужно. Если у вас поворотное вязание, в конце не забывайте петлю симметрии, это лицевая петля. То есть, когда отвязали все ваши раппорты, в конце у нас был накид и петля симметрии, это лицевая петелька, ну и кромочные. 5-й ряд узора. Провязываем кромочную и начинаем вязать. Лицевая, накид, лицевая, накид. 2 вместе с наклоном влево. Подтягиваем. Изнаночная петля. 2 вместе с наклоном вправо. Подтягиваем. По центру раппорта изнаночная петля. 2 вместе с наклоном влево. Изнаночная петля. 2 вместе с наклоном вправо. Накид, лицевая и накид. Раппорт закончен. Далее повторяем. В конце не забывайте, когда провязываете все раппорты, в конце 1 лицевая петля и кромочная. 7-й ряд узора. Кромочную провязываем. Далее лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3. Теперь 3 вместе с наклоном влево. 3 петли должны стоять левыми стеночками к себе. Это лицевая, изнаночная и лицевая. Да, нужно сделать накид. И теперь вот эти 3 петли мы провязываем за задние стеночки вместе. И получается 3 вместе с наклоном влево. По центру раппорта изнаночная петля. Теперь зеркально провяжем 3 вместе с наклоном вправо. Лицевая, изнаночная, лицевая должны быть повернуты правой стенкой к вам. Подтягиваем их и слева направо все 3 петли подхватываем за передние стеночки и провязываем вместе. При этом подтягиваем. Накид, 3 лицевые, 1, 2, 3 и накид. Вот этот раппорт провязывайте столько, сколько нужно. И в конце, если поворотное вязание, лицевая петля, ну и кромочные. И последний 9-й ряд. Кромочную вяжем. Далее узор. Лицевая, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Накид и 3 центральных петли, они у нас по центру, провязываем вместе с наклоном влево. Лицевая, изнаночная и лицевая. Переворачиваю левыми стеночками к себе. Если вы вяжете бабушкиными изнаночными петлями, значит у вас уже стоят петли левой стенкой к вам. Провязываем 3 петли за задние стеночки и подтягиваем при этом. Накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Раппорт закончен. Далее мы его повторяем. И в конце раппорта лицевая петля и кромочная, соответственно. Если вяжете по кругу, петель симметрии у вас нету. То есть вы повторяете только узор. Далее вяжем 10-й ряд по узору. И на этом все, девочки. Далее мы повторяем с 1 по 10 ряд, чередуем. Желаю вам легких петелек и самое главное, будьте здоровы!